На этот ролик меня вдохновило очередное сообщение подписчицы, в котором она рассказала, как они с семьей вбухали огромную кучу денег в ремонт, но получившийся интерьер выглядит дешево, и ей это не нравится, и она не знает, что с этим делать. И такие сообщения я получаю регулярно. На самом деле интерьер формируют детали. И в этом ролике я хочу перечислить основные решения, которые гарантированно будут удешевлять интерьер. Начнем с окон. Зная, сколько стоят остальные виды окон, я понимаю, что большинство все равно будет выбирать ПВХ окна. Окно может быть пластиковым, может быть белым, но фурнитура к окну просто обязана быть красивой. Если производители ваших окон не поставляют к своим окнам красивые ручки, как в принципе чаще всего и бывает, то закажите их сами со сторонних магазинов, из интернета и так далее, раз производители окон такие ленивые и так ленятся предлагать своим клиентам красивые фурнитурные решения. Только обсудите предварительно выбранные варианты с производителем, чтобы они точно подошли к механизму. Сейчас очень много красивых ручек. Но лучше всего выглядят черные, темно-серые или другие темные рамы. Они приводят интерьер к современному виду и сразу удорожают его. В современных жилых комплексах уже практически всегда делают черные рамы окон. Это выглядит красиво как со стороны фасада, потому что если вы посмотрите на остекление со стороны улицы, то вы увидите, что стекла не белые или прозрачные, как их дети рисуют в детском саду, а они будут темных оттенков, поэтому рама будет сливаться с этим как будто бы темным остеклением. Так и со стороны интерьера. Рама оказывается в тени, и мы видим не белый, а скорее грязно-серый или такой серый оттенок. Темные рамы смотрятся выигрышнее. А если на этой оконной раме будут к тому же красивые интерьерные металлические ручки, то ваш интерьер сразу примет более эффектный, дорогой и статусный вид. Пластиковые подоконники. Они всегда дешевят интерьер. Особенно портят вид нахлобучки, свес и врез в стены. Подоконник без ушей, а это такая, знаете ли, строительная традиция, когда подоконник зажимали строительными конструкциями, чтобы его не повело, с минимальным свесом или вообще без него, без каких-либо нахлобучек, смотрится гораздо лучше. Из недорогих материалов для подоконника есть еще верзолит. В темных цветах он тоже выглядит достаточно неплохо, если его правильно монтировать. Откосы окна тоже должны быть оштукатурены и покрашены как стены. И если вам какой-то строитель сказал, что ПВХ-откосы – это единственная стабильность в нашем ненадежном и непредсказуемом мире, то прищурьтесь и рассмотрите его повнимательнее, а не лентяй ли он. Потому что ПВХ-откосы – это очень явный признак бюджетного ремонта, который очень сильно простит интерьер, в то время как оштукатуренные откосы делают сплошь и рядом, и если это сделано хорошо, то это выглядит отлично долгие-долгие годы. Ну и ладно с этими окнами. Окна мы, в принципе, можем спрятать за шторы. Хороший интерьерный текстиль может добавлять интерьеру визуальной стоимости. А вот дешевые мятые варианты дешевят интерьер очень сильно. При этом я видела очень дорогие бельгийские ткани, которые выглядят как скатерти в дешевых немецких пивнушках начала прошлого века. Так что дело тут, в принципе, не в стоимости ткани, а именно в ее внешнем виде. Чем приятнее ткань на ощупь, чем больше вам хочется ее касаться и щупать, ощущать ее вес, плотность, тем дороже и богаче она сделает интерьер. Ну и длина, конечно, тоже очень важна. Шторы должны быть от пола и до потолка, во всю высоту, и они могут при этом еще даже немножко сбориться внизу. Варианты, когда гардины не дотягиваются до пола, как будто они подсели после стирки, либо они очень сильно опущены вниз от потолка, удешевляют интерьер. Диван. Возможно, вы случайно купили так себе диван. Диван имеет огромный визуальный вес, поэтому может очень сильно влиять на вид комнаты в худшую сторону. Посмотрите мое видео про выбор дивана. Там показаны вот в этом видео хорошие и плохие примеры. Если ваш диван больше напоминает плохие примеры, то возможно, его стоит, если не поменять и если не переобить,
то хотя бы попытаться как-то загримировать. И в попытке загримировать первое, что хочется сделать, это закрыть страшненький диван каким-нибудь пледиком. Но нет, так делать нельзя. Это всегда будет очень сильно дешевить интерьер. К тому же так вы не сможете пользоваться пледом, и еще вам придется постоянно его поправлять, что, на мой взгляд, превращает жизнь в маленький адок. Это такая пытка для интерьерных перфекционистов. Вот ты отдохни на диванчике, потом встань, поправь пледик. Потом присядь на креслице, встань и поправь тряпочку. Потом присядь на стульчик, встань и поправь подушечку. Порой удручающий комнату диван можно обильно засыпать красивыми объемными подушками, которые будут выглядеть хорошо, лучше дивана. Для таких случаев я бы рекомендовала вам брать подушки с кантом, которые еще называются некоторыми текстильными дизайнерами ушками. И эти ушки будут очень хорошо прикрывать диван, занимая большую площадь. Еще одна очень частая ошибка. По работам моих курсовчан я вижу, что некоторые путают пустые комнаты с минимализмом. В голове у людей есть представление, что минимализм – это когда в комнате почти ничего нет. Но это просто гигантское заблуждение. Мы подробно выкорчевываем вот такие вот ошибочки на курсе. Но если вкратце, если вы боитесь ошибиться, если вы раньше жили среди хлама, а теперь вам хочется воздуха, если вы боитесь создать бардак или ошибиться с выбором цвета, фактур, то, скорее всего, создавая вот такие пустые комнаты, получится у вас не минимализм, а такой вот худо-бедно техно-минимум стайл. Лишив комнату всего, вы делаете ее сырой. Где эта грань, мы, конечно, предметно разбираем на домашних работах обучающихся во время курса. Но эта несмелость, кстати, на самом деле не самая страшная ошибка. Она достаточно легко исправляется крупногабаритным, обязательно крупногабаритным, не 30 на 30 маленькими какими-то картинами, а именно большим таким артом с современным, скорее всего, искусством, какой-то современной живописью. И лучше, чтобы это, конечно, были не какие-то классические пейзажи, а именно такой вот немного странноватый современный арт, который будоражит воображение, не давая четких ответов. Хотя, конечно, пейзаж пейзажу рознь. Несмелость также очень хорошо исправляется каким-нибудь стильным креслом, притягивающим внимание, или дизайнерским торшером. У нас почему-то очень многие забывают про торшеры, хотя расположенные рядом с диванчиками или креслами, они делают интерьер более уютным, оттого продуманным и оттого более дорогим. На самом деле и планировочные ошибки делают интерьер дешевле. Если вы склонны расставлять всю мебель вдоль стен, если вы не умеете грамотно наполнять большие пространства, если вы используете устаревшие планировочные решения, которые пришли к нам из жизни в малогабаритных квартирах, например, такие как обеденный стол в притирочку к стене, и если вы не уделяете достаточное внимание торцам мебели, то все это может очень сильно повлиять на интерьер и на его визуальную стоимость. Не хочу очень долго останавливаться на этом пункте, который нужно очень подробно и детально разъяснять. Эта информация у меня есть в подробном раскрытии на курсе «Дизайн и ремонт». Возможно, чуть позднее я сниму на эту тему ролик, потому что это очень интересная тема — планировочные ошибки. Тем не менее, этот пункт в списке ошибок, удешевляющих интерьер, должен быть обязательным. Еще интерьер выглядит дешевле, если не уделялось должного внимания стыкам отделочных материалов, стыкам напольных покрытий, если они некрасиво стыкуются на внешних углах или через пластиковые ПВХ уголки, если некрасиво заходят за мебель плинтуса и карнизы, если не продуманы решетки кондиционеров, если видны воздуховоды на кухне, если видны газовые трубы или трубы отопления, и если некрасиво торчат радиаторы, некрасиво торчат электрощитки, или какие-нибудь технические элементы не продуманы, вроде как люка для счетчиков. В общем, ошибок здесь может быть очень много, и все они очень сильно влияют на финальный вид интерьера. Каким образом может быть такая ситуация? Вы купили дорогую плитку, но внешний угол стыковки сделан без заусовки, а через пластиковый уголок, то именно этот нюанс будет полностью перечеркивать ее стоимость и обесценивает все ваши труды.
Еще дешевит интерьер бардак и плохо организованное пространство. Например, если вы приходите домой и вешаете одежду на спинку стула, то это как раз ваш случай. Навешивать одежду на спинку стула вредно для одежды, для сидящего на этом стуле, потому что ему будет уже неудобно сидеть на этом стуле, для интерьера и для мозга. Потому что в какой-то момент он привыкнет лениться, жить в бардаке, и на спинке стула будет образовываться постоянная непроходимая насыпь из мятой одежды, которая и станет акцентом вашего пространства. Нужно организовать пространство и хранение одежды так, чтобы вы могли без микрострессов и микронапряжения спокойно открыть дверцу шкафа и повесить брюки туда после работы. Но, конечно, если открыть дверцу шкафа что-то мешает, если нужно как-то тесниться, и чтобы впихнуть в брюки необходимо преодолевать какое-то сопротивление и делать усилия, то вы точно будете использовать спинки стульев вместо вешалок. И если так, то, может быть, лучше не сопротивляться обстоятельствам, а попытаться встроить в интерьер красивую напольную вешалку с плечиками или напольное зеркало с хранением одежды за ним. Дешевые материалы, имитирующие дорогие, собранные вместе, создают интерьеры, имитирующие дорогую жизнь, но так никогда и не сделают ее таковой. Вы, конечно, можете думать про себя, что я дурак, и я точно смогу себя обмануть этими имитациями, но нет, вы на самом деле не дурак, и себя, и свой мозг вы не обманете. Вы все равно будете знать, что кирпич на гладких обоях – это не кирпич, а обои, а дерево на полу – это не дерево, а холодный ламинат. Не работает этот самообман. Еще одинокая люстра по центру потолка – это вариант освещения, который выдает бюджетность ремонта. Чем больше световых сценариев, тем богаче будет казаться обстановка и интереснее атмосфера. Еще очень хорошо наполнить дом приятными запахами. Пусть ваша квартира хорошо пахнет, ведь это недорогой и очень простой способ повысить статус интерьера. Еще один нюанс. Например, в большинстве дорогих отелей всегда используются спокойные тона. Элитные интерьеры чаще всего будут выполнены с природными оттенками. Дорогие духи и косметика чаще всего будет представлена потребителю в упаковках приглушенных сложных цветов. Поэтому, чтобы добавить интерьеру статусности, используйте сложные цвета с добавлением серого, белого или черного и откажитесь от цветов детских карандашей. Яркие акценты можно потом добавить, на нейтральном фоне они будут смотреться особенно выигрышно, и в случае опасности вы всегда их сможете легко заменить. Высокие двери. Недавно я приехала на стройку, и в тот день я поняла, что всегда буду стараться ставить в интерьеры высокие двери, где это возможно. Они очень сильно меняют пространство, добавляют высоты больше, чем что-либо, и заставляют интерьер выглядеть более дорогим. Мебельная фурнитура – это вишенка на торте, это очень важный элемент. В строительных магазинах можно найти огромное количество бюджетной и ужасной мебельной фурнитуры. Готовая дешевая мебель или бюджетные производства очень часто используют достаточно отвратительную фурнитуру. И делают они это потому, что на такие детали, как ручки, мало кто обращает внимание, а вы обращайте. Фурнитура мебели может полностью поменять внешний вид этой мебели. Дизайнерский взгляд от обывательского отличается как раз-таки вот такими вот заморочками на детали. Но в итоге именно эти детали и составляют визуальную стоимость интерьера. Иногда можно вообще оттолкнуться от фурнитуры и мебель проектировать под конкретные ручки. Вот насколько это важно. Поищите красивую фурнитуру онлайн, сейчас ее очень много и она очень красивая и ждет вас. И вот это все мне очень напоминает закон Парето, по которому 20% усилий дают 80% результата, а оставшиеся 80% лишь 20%. Он применим и к теме этого ролика. В ремонте около 80% бюджета уходит на материалы, мебель и технику, и лишь 20% на услуги тех, кто разрабатывает проект и реализует ремонтные работы. И именно от этих 20% будет зависеть 80% результата. Поэтому даже с безлимитным бюджетом, купив самые дорогие материалы и мебель, можно получить интерьер, который не будет выглядеть на затраченные на него деньги, ведь ключевую роль играют детали.
И чтобы не попасть в такую ситуацию, вы можете обратиться к специалистам, можете подготовиться к ремонту, записавшись на мой курс по дизайну и ремонту, ссылка на который будет в описании, и можете просто подписаться на канал, чтобы быть в курсе новых полезных видео. До новых встреч! Всем дизайн!